Сегодня сериал «Чудесный мир», 2024 год. Автор сценария Ким Джи Ин, режиссеры Ли Сынён, Чон Сан Хи в ролях Ким Нам Джун, Ким Кану, Ча Ину. Я случайно на него наткнулась, но хочу предупредить, что сериалов с таким названием 2, может и больше. Но если искать, то надо обязательно добавить год, 2024, и слово «дорама», именно как бы с ошибкой «дорама». 14 серий. Сюжет. Семья, папа репортер, мама писатель и сынок лет 6 живут в хорошем доме. Мама написала какую-то книгу, ей вручили какую-то премию, и она должна была ехать за границу, то ли на конференцию, то ли автограф-сессию. Но когда мама находилась в аэропорту, позвонил муж и сказал, что у сына температура, и спросил, где жаропонижающие лекарства. Мать решила вернуться. Честно говоря, я думала, что по возвращении домой ее будет ждать сюрприз в виде любовницы, но нет. Все чинно, никаких любовниц. Мама обнимает сына во дворе, зайдя в дом, переговаривает с мужем, потом выходит во двор, зовет сына, видит полуоткрытые ворота, выбегает на улицу. Они с мужем начинают его искать, и только к вечеру находят, его сбила машина, в общем, он погиб. Личность водителя была установлена, состоялся суд, но водитель отделался легким испугом. Потерпевшая сторона была возмущена таким решением, особенно главная героиня, мама ребенка. И вечером она с портретом сына подкарауливает водителя и, плача, просит водителя попросить прощения у сына. Водитель, окрыленный решением суда, очень грубо себя повел, и писательница села за руль своего авто и из чувства мести сбила его, и он умер. Ее, конечно же, посадили на 6 лет. Пока она сидела, муж уехал в США. В тюрьме она познакомилась с женщиной, которая из чувства мести подожгла дом, где проживал ее муж с любовницей. Но вместе с этой парочкой случайно погибли муж и жена, проживающие не то в соседнем доме, не то в этом же, и у них был сын. То есть совершенно невиновные люди пострадали в результате этой мести. Так вот, эта женщина, зная о своей близкой кончине, просит писательницу найти этого мальчика и помочь ему, так как чувство вины перед ним за то, что она лишила его семьи, не давала ей покоя. Оказавшись на свободе, она вроде как находит этого теперь уж довольно взрослого парня, но вскоре выяснится, что этот парень не сын сгоревших в пожаре родителей, а сын того самого водителя, который сбил сына писательницы, и которого эта писательница тоже убила. Все так лихо закручено, заверчено, смотреть очень интересно. Но о чем я думала, пока смотрела эти 14 серий? В сериале присутствует факт измены, ну куда же без него? Муж-репортер изменяет жене писательницы, да еще и с кем? С ее почти сестрой, девочкой, которую они с мамой приютили и всячески заботились о ней. Вот уж воистину, не делай добра, не наживешь зла. То есть вот эта молодая змея подколодная воспользовалась добротой двух женщин, мамы и дочки, и нагадила им. То есть в глаза она сестра то, сестра сё, какая ты умная, добрая, красивая, вот тебе в подарочек босоножки, а за глаза спит с ее мужем. А муж-то хорош, клянется в вечной любви жене, по возвращении ее из тюрьмы просит ее, чтобы она к нему вернулась. Из-за этой интрижки, вернее, из-за боязни ее раскрытия, не может разоблачить кандидата, который хочет стать президентом и который, как выяснится в финале, сбил их маленького сына. Не вызвал скорую, а возил на заднем сиденье истекающего кровью малыша, который плакал и звал маму, пока будущий, в кавычках, президент искал выход из этой щекотливой ситуации и нашел его, назначив виновным человека из своего окружения и пообещав, что вызволит его, и сделал это, но не учел одного, что потерпевшая сторона, не дождавшись правосудия, совершила самосуд. И осталась жена, которую в конце концов тоже убили, потому что слишком много знала, и сын, желающий отомстить за своего хорошего папу. Все так переплетено и так трудно, и в то же время легко разобраться, кто прав, а кто виноват. И у каждой стороны своя правда. Но все-таки кандидата разоблачили, никаким президентом он не стал. Наивные люди, у них президентов сажают, а они надеются, что все обойдется. Главная героиня написала книгу и назвала ее «Прекрасный или чудесный мир». Мир-то чудесный, только люди почему-то все время хотят его изгадить. У мужа тоже все в порядке. Сын-мститель тоже успокоился, потому что понял, что у его папы совсем не было крыльев ангела. Главная героиня прощает любовницу мужа, и здесь у меня большой вопрос. Авторы задумали всепрощенческий финал, типа «простите всех, любите всех, и будет вам счастье». Факт измены ничто. Мужья изменяют, жены изменяют, но главное с кем?
Главная героиня в разговоре с мужем сказала, что самым тяжелым для нее было жить, не зная, что это ты и она. Ведь я хотела жить ради вас двоих. Я отлично понимаю ее. Когда тебе делают больно самые родные люди, кажется, что это невозможно пережить. И еще я призадумалась про месть, а так ли она хороша. Корейцы меня услышали, 14 серий это гораздо лучше, чем 24. Шучу. На сегодня все, всем пока.